Она стала лицом целой эпохи. Миллионы знали ее как Хюррем, но мало кто знал настоящую Мирьем Узерли. За сиянием славы скрывались слезы, страх и одиночество. Она исчезла внезапно, оставив вопросы без ответов. Что на самом деле случилось с актрисой, покорившей весь мир? Сейчас ты узнаешь правду, которую скрывали за кулисами. Мирьем Сара Узерли родилась 27 августа 1983 года в немецком городе Кассель. Ее отец турок, а мать немка. Такое смешение культур сыграло важную роль в ее жизни. С детства Мирьем жила между двумя мирами: восточной традиционностью и европейской свободой. Она росла в творческой семье. Мать занималась театром, и именно через нее Мирьем впервые прикоснулась к сцене. Уже в раннем возрасте она мечтала об актерстве, не подозревая, что однажды станет лицом самой знаменитой женщины в истории Османской империи. Училась она в Гамбурге, где прошла актерские курсы при престижной школе искусств имени Лии Страсберга. С ранних лет она говорила на нескольких языках и поражала окружающих не только внешностью, но и умом. Но несмотря на все таланты, ее путь к славе был непростым. В Германии ее ждали лишь второстепенные роли. В Турции вообще никто не знал, кто она такая. Но все изменилось в один момент. После окончания обучения Мирьем Узерли начала искать себя в немецком кино. Она снималась в короткометражках, играла эпизодические роли в театре и иногда появлялась на телевидении. Но настоящего признания не было. Продолжая бороться за место в индустрии, она подрабатывала официанткой и даже задумывалась оставить актерскую карьеру. Все изменилось, когда турецкий кастинг-директор нашел ее анкету в базе данных актеров. В это время в Стамбуле шел масштабный отбор на главную женскую роль в историческом сериале, который позже назовут легендой «Великолепный век». Создатели проекта отчаялись найти актрису, которая могла бы воплотить образ Хюррем Султан, сильной, хитрой, страстной и непредсказуемой. Когда Мирьем прилетела в Турцию на пробы, никто не знал, чего ждать. Она плохо говорила по-турецки, почти не знала турецких обычаев и выглядела скорее как европейка. Но как только она вошла в кадр, все стало ясно. Ее глаза, жесты, манера держаться в ней была та самая Хюррем, которую они искали. Так простая девушка из Касселя стала частью самой грандиозной телелегенды Турции. Съемки сериала «Великолепный век» начались в 2010 году. Мирьем Узерли сыграла роль наложницы Александры, которая позже стала Хюррем Султан, самой влиятельной женщиной Османской империи. Для самой Мирьем это был не просто шанс, это был вызов. Она едва говорила на турецком, и ей приходилось учить сложные тексты, полностью вживаться в менталитет страны, которую раньше знала лишь по рассказам. Но она справилась. Уже после первых серий ее игра взорвала рейтинги. Турция, Ближний Восток, Балканы, Россия, весь мир обсуждал рыжеволосую Хюррем. Ее глаза горели в каждой сцене, голос звучал пронзительно, а боль, злость и любовь ее героини чувствовал каждый зритель. Ее называли феноменом. За короткое время она стала самой обсуждаемой актрисой Турции. Однако за кулисами происходило другое. Съемки длились по 16 часов в день. Постоянное напряжение, давление со стороны прессы, зависть коллег, резкая слава – все это постепенно разрушало Мирьем изнутри. Но никто не знал, что ближе к 4-му сезону она уже была на грани. Она продолжала улыбаться в кадре, а по ночам плакала в одиночестве. Слава сделала ее любимой Хюррем, но почти уничтожила настоящую Мирьем. Весной 2013 года, когда сериал «Великолепный век» был на пике популярности, Мирьем Узерли исчезла. Без предупреждения, без прощания она покинула Турцию и улетела в Германию. На съемочной площадке это вызвало шок. Сценарий пришлось переписывать в экстренном порядке. Продюсеры молчали. Фанаты терялись в догадках. Правда вскоре всплыла наружу. Мирьем страдала от тяжелого эмоционального истощения. Долгие съемки, давление, постоянное присутствие камер, одиночество вдали от родины и семьи – все это сломало ее изнутри. Позже она сама призналась, у нее началась глубокая депрессия, она ощущала себя пустой и выгоревшей.
тому моменту она уже была беременна от турецкого бизнесмена, но их отношения разрушились. Оставшись одна, она приняла решение, которое изменило все. Она выбрала не карьеру, а себя и будущего ребенка. Мирьем не вернулась в сериал. Вместо этого она сосредоточилась на лечении, на тишине и на подготовке к самому главному событию в своей жизни – рождению дочери. Этот шаг стоил ей контрактов, славы и миллионов. Но именно тогда она впервые почувствовала, что живет по-настоящему. После ухода из сериала «Великолепный век» Мирьем Узерли на долгое время исчезла с экранов. Она вернулась в Германию, где родила свою первую дочь Лару. Вокруг нее не было шумных съемок, вспышек камер и красных дорожек. Только мать и ребенок. Только тишина, которой ей так не хватало. Первые месяцы она практически не появлялась в публичном пространстве. В интервью позже она призналась, этот период стал для нее самым важным и самым честным. Мирьем больше не хотела быть просто Хюррем. Она хотела быть собой. Спустя несколько лет она начала понемногу возвращаться к актерству, но уже на других условиях. Она стала разборчивой в ролях, искала проекты, которые не разрушат ее внутренне. Появились новые фильмы, фотосессии, реклама. Но все это больше не было смыслом ее жизни. В центре ее мира теперь была дочь. Кроме того, она начала часто ездить в Турцию, принимать участие в культурных и социальных мероприятиях. Турецкие поклонники приняли ее тепло, словно дочь, которая вернулась домой. Но прежней Мирьем Узерли уже не существовало. Она изменилась. Стала сильнее, спокойнее и осознаннее. После долгого перерыва Мирьем Узерли вернулась на экраны, но уже другой. Она принимала участие в турецких и международных проектах, среди которых были фильмы «Мошенники», «Материнская рана», «Аннет» и сериал «Песочные часы». Ее образы стали сдержаннее, глубже, а выбор ролей более осмысленным. Мирьем больше не стремилась к шумной славе. Ее интересовала работа, в которой можно было бы проявить не только актерское мастерство, но и душу. Параллельно она сменила стиль, прошла через внутренние метаморфозы. Она сбросила лишнее, изменила прическу, стала активно заниматься спортом, практиковала йогу, много читала. В ее глазах исчезла тревога, которая была видна в последние годы съемок «Великолепного века». Она приняла себя такой, какая есть, с пережитым прошлым, с ошибками, с опытом. Также Мирьем открыто поддерживала женские инициативы, выступала за психологическое здоровье и часто говорила о важности любви к себе. Вторая дочь появилась в ее жизни в 2021 году, и это снова стало новым этапом. Теперь она была не только актрисой, но и матерью двух дочерей, мудрой, уравновешенной женщиной, прошедшей испытание славой. Мирьем больше не играла чужих ролей в жизни. Она жила свою. Сегодня, в 2024 и 2025 годах, Мирьем Узерли живет спокойно, вдали от шума шоу-бизнеса. Она делит свое время между Турцией, Германией и Дубаем. В публичном пространстве появляется редко только по личному выбору. Иногда она дает интервью, участвует в фестивалях, посещает благотворительные мероприятия, но все это уже не ради славы. В ее приоритетах семья, духовное развитие, здоровье и дети. Дочери стали ее главной опорой, и с каждым годом она все больше отходит от актерской гонки. У нее есть собственные бизнес-проекты в сфере косметики и моды. Она активно поддерживает женщин, переживших эмоциональное выгорание, часто делится своей историей, чтобы вдохновить других не сдаваться. Внешне Мирьем изменилась, стала утонченной, спокойной, ее лицо отражает зрелость и внутреннюю гармонию. С экрана она ушла, но в сердцах зрителей осталась навсегда. Сегодня она не просто актриса. Она женщина, победившая саму себя. Спасибо, что были с нами. Напишите в комментариях, с какой страны вы впервые увидели Мирьем в роли Хюррем и кто вам больше всего понравился в сериале. Подписывайтесь и будьте рядом. Впереди еще больше историй, которые стоит услышать.